Классная броня у вас очень прям... У вас есть вкус. А прическа тоже хорошая. А вот это ему уже не понравилось. И перчатки. Это доэдрическая кожа, да? Дамы и господа, приветствую. С вами Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Земли Тилвании. Деревушка... Как она там? Да не Welcome. Сарванни, да. Ну это глушь. Я сюда зашел нечаянно. Надо возвращаться в Раньон-Рун. Я хотел там... по квестам пройтись, но тут уже вечеряет, я бы хотел уточнить еще раз. Тут вообще есть какие-то... Можешь поговорить с Бродасо Гелвани, если тебе нужен кузнец. Он находится внутри, около ямы. Но, как правило, у нас тут нечего предложить. Замечательно. Кузнец, да? А мне нужно с кузнецом? Да не думаю, что он что-то интересное может. Ну, тогда это прекрасный повод заночевать на природе. И я тут еще подумал, что у меня тут колечко неплохое есть. И давно бы пора что-нибудь зачаровать, и оно как раз неплохой кандидат. Давайте попробуем. Не, подожди, не так. Не перезарядить. Вот у меня лучших камней душ с собой нет, чем вот эти, но... Тут, кстати, баг с ценами, они на самом деле дешевле. Я думаю, этого хватит. Я тут думал как раз, что, и хочу попробовать ночной глаз. Как бы перенести его на кольцо. Чтобы не приходилось постоянно. Вот, если сделать максимальную длину, 5 часов, то это как будто бы получится уже... на всю ночь. 5 минут, да? 5 минут это 5 игровых часов. У меня мощность ночного глаза 20-очку. Можно сделать даже побольше мощность. Интересно, что получится. Давайте попробуем. Так, колечко, ночной глаз. Можно даже, в принципе, поменьше сделать, наверное. 4 минуты. Ну, скажем, 25. Тут еще надо смотреть... А, ну вот, да, неплохо. Как раз 4 заряда, если что, можно. Оно будет перезаряжаться быстрее. Ну, ладно, пусть будет. Я не думаю, что мне... нужна и большая мощность, и большее время, так что... И как-нибудь по-прикольному можно его назвать, типа вот... Вот так. Кольцо Каджита. Жалко, нельзя сделать постоянный эффект. Вот я, кстати, не знаю, тут это зависит от величины души, и может быть от... Наверное, от величины души. А, может быть, от моего навыка еще зачарования. У меня же оно не очень. Да, наверное, так. Пока мне обращаться только к зачарователям, да? А, не получилось. Ну, давайте еще попробуем. Да, видимо, слишком сложно. Слишком сложно для меня. Но идея, по крайней мере, у меня есть. Может быть, обращусь к каким-нибудь специалистам-зачарователям. Вот, ну и в плане у меня вернуться в Раньон-Рун, Тель-Раньон. Ну, по крайней мере, не прям совсем вернуться, а поближе, по крайней мере. Я куда-то вообще не туда ушел. Шахта, если я правильно понял, она где-то вот здесь должна быть по картам. Вот. Карты Малагрида, в принципе, еще не так поздно. Попозже заночую. Карты Малагрида мы с вами читали. Если не читали, можете сделать это сейчас. Вот, и там есть как раз такое ответвление. Сначала на юг от Раньон-Руна, потом на восток и потом на север. Я думаю, может попробовать залезть тут в...
гробницу. Тут была гробница. Там, конечно, чумные ребята, но я уже понял, что с ними главное не вступать в контакт и не трогать их останки. Вот почему я думаю на кольцо перенести вот это вот кошачий глаз, потому что мне впору уже какую-нибудь другую магию прокачивать. Я себя рассматриваю как... Я сюда не пройду, да? Ну, может быть... Вот я боюсь, что это баг, но может быть это и не баг, но... Другие места, они тоже вот так завалены некоторые. Вот в Сорване, или как там оно, тоже вот частично завалена дверь. Может быть это по квесту так. Маловероятно, конечно, что кто-то из вас это знает, но если знаете, буду рад, если поделитесь, может быть, соображениями, что это. Ну, заманчивая штука, там какие-то чумные ребята сидят, вот переносчики чумы, да, призраки и скелеты. Там, наверное, что-то интересное может быть, что жалко это упускать. Так, ну, мне главное тут... Это Люада. Так, что, мне сюда, значит, надо? Да, вероятно. Там других дорог-то нет. Черт знает, где-то ваша шахта. Ну, может, я вообще не там ищу. Чудесно, дождь. У меня есть чем поужинать с собой? Скребятина вяленая. Ну, давай. Чего нам тут? Запить зельем, да, можно? Так, это вот круче, да? Надо сначала идти пить, значит. Так, что у нас здесь? Ну, вот, ведет на север. Люада опять. Маяк. Маяк Баитийской горы. Это, конечно, очень интересно, но... Сейчас перевал ранен. Firewatch. Латанис. Я опять куда-то не туда ухожу. Не, надо, наверное, вернуться таки ближе к Телераньону. О, так, это что за ребята у нас? Выглядят зловеще, как будто у них зачарованные вещи, смотрите. Окей. Это, кстати, повод побафаться чем-нибудь прекрасный. Вот, и я все больше на себя смотрю, знаете, как на такого уже волшебника, у которого много довольно заклинаний в закромах. Конечно, не все я могу их эффективно применять, как видите, но... Надо снять сначала этого парня, чтоб не мешал. Угу, да. Попробовать его успокоить. Ее, то есть. Ну и чё ты нападала на меня? Немного того, немного сего делаю я. Ну расскажи, чё, как тут вообще у вас? Чё слышно интересного? Ничего особенного, да, понятно. Но мне бы все равно хотелось побольше поговорить, знаешь, с представителем агрессивно настроенных людей в этих местах. Еще чего, может, расскажешь интересного? Совет или секрет там какой-нибудь?
Ты когда-нибудь слышал сказ о Харальде Димвите? Нет? Возможно, слышал. Имя постоянно изменяют. Как бы то ни было, если ты не хочешь стать главным героем сказа о Холмсе Димвите, Димвит, это, наверное, переводится как-то. Помни, что ты приобрел у каких торговцев, и не пытайся... Reappropriated, это, наверное, повзаимствовал, да? Не пытайся, короче, продать торговцам их же собственные чертовые штуки. Да, спасибо, отдельный был совет. Ну, а такой совет мне уже давали, спасибо. Я вор, говорит. Хорошо. Ну вот, сейчас она опять на меня нападет, да? Ладно, у нее есть шанс одуматься. Я бы, конечно, мог тут сейчас потихонечку. Но не хочется мне из-за нее время тратить. Тем более, что 18 монет на дороге не валяются обычно. Тут же еще где-то парень пал в траве. Вот это негативный момент граунд-каверов, что в траве не видно вещи попросту. О, отлично, у них тут есть спальные мешки. Лунный сахар. Да, вот, и лут не видно, и трупов даже, как вы видите. О, мне, кстати, пора бы пополнить запас отмычечек. Хотя бы так. Ну, лучшего выбора нет. Можно еще себе ужин устроить. Второй. Вот так вот. Да, представим, что я его зажарил. Таким вот макаром. И все, на боковую. Под дождем, конечно, но что поделать. Ой, чтоб вас. Ну вот как теперь дальше спать после такого стресса? Придется идти. Вот, ну. Тут, в принципе, я не собираюсь по каким-то новым местам ходить. Там я был уже. Так что... позвольте вас избавить от этого однообразного зрелища побегушек Д'Арньян-Руна. Вы знаете, мне как-то в последнее время поднадоел мой забившийся инвентарь. И вот эти зелья восстановления характеристик, я думаю, вполне можно уже и продать. Я знаю заклинания соответствующие, вот. Просто так захотелось. Ну вот, и где тут у них шахта, может быть, спрашивается? Ну там явно ее нет. Ну, виды, конечно, красивые открываются тут. Это же... Тилванские острова я там вижу уже. Здорово. Вот эти... побеги торчат гигантские. Шикарно, конечно. А там, кстати, видно... Это, похоже, Firewatch. Вон вдалеке этот, наверное, его башня высокая самая. Так, ну я вообще сюда пришел не пейзажами любоваться, а еще раз взглянуть на карты Малагриада. Так. Ну
Вот, Раньон Рун. Здесь Тель Раньон. Шахта должна быть где-то здесь. Вот. Я думал, что вот сюда надо. Но эта дорога, по идее, приведет дальше на север, куда я не хочу, к поселениям, к... Вот Тель-Уада, да? К Тель-Уаде. Вот так вот, если я верно понял. Надо еще раз будет глянуть на... Вот это к Firewatch, а это к Тель-Уаде, да? Надо будет еще глянуть на указатели еще разок. Раньон Рун. Вот это вот дорога к Firewatch, то есть вот она. А вот это наверняка к Тель-Уаде. Если я верно помню там, что я видел на указателях с вами в начале серии. Вот, вот это вот. Тель-Уад, кстати, самой нет на картах, что... А, вот же она, да. Ну да, по другую сторону реки. Вот эта вот река, она... Вот, течет. Ладно, пока я не вижу более подходящих мест для шахты, чем вот где-то здесь. То есть прийти, наверное, все равно по этой дороге можно к ней. Все оказалось куда проще. Забавно, что до меня это раньше не доходило. Но вот, здесь у нас есть офис шахты. Прям под Силдстрайдером. Прекрасно. Не знаю, как-то народ просто не говорил особо, где шахта, или я не обращал внимания. Почему-то думал, что она где-то за городом. Вот, наверное, она. Да, это предбанник, как бы. А, вот с тобой, кажется, мне надо поговорить. Да, по поводу эбонита, чтобы ты мне дал кусочек эбонита. Журнал. Что привело тебя в шахту, аргонянин? Объяснить ситуацию. Ну, я напоминаю, что хотим подсунуть недобросовестному торговцу эбонит, как будто он его своровал. И кусочек отсюда нужен. Да, он, смотрите, дал нам эбонит. Понятно. План Семета выглядит неуклюжим, но я тебе помогу. Вот, возьми и будь осторожен. Эбонит весьма тяжелый минерал. Но принеси его обратно, как только закончишь, хорошо? Да, эбонит — это ценная вещь. Я на самом деле еще слышал, что у вас тут проблемы с доходами с шахты. Может, ты чего расскажешь по этому поводу? Нет, он рассказывает о том, что моя работа — это смотреть и защищать. И не болтать со всякими аргонянами, дефис, мимо крокодилами. Мимо крокодилами вроде тебя. Ладно. Хоть ты у нас и не разговорчивый, но... Может быть, что-то еще по поводу вот этих вот россказней этого парня тебе известно? А мне об этом вообще нельзя говорить. Поговори с Семетом, если хочешь. Ну да, ты ж как стражник тоже при делах, так сказать. На посту. Так, это вход в саму шахту, да? Хорошо. Так, эбонит в кармане. И потом надо обвинить его в воровстве, да? Окей, пошли. Я тут почти забыл, что он у нас негативно ко мне явно относится. Но ты, пес, давай не это... Не выделывайся тут. У тебя уже не работает запугивание, ты практически... Ему уже плевать. Ладно.
Давай попробуем тогда. Так тебе подсунуть. Это через реплику Слендер вроде бы делается, да? Что на этот раз? А, теперь ты меня в воровстве обвиняешь. А ты не мог бы себя напрячь и объяснить, где ты нашел этот эбонит? Потому что мне-то его класть некуда. И я, очевидно, не ношу их, такие вещи в моих карманах. Не говоря уже о факте, что мои зелья таких ингредиентов не требуют. Сколько еще ты хочешь сам себя дурачить, Холмс? Ты уже это дважды сделал. У него снова есть алиби. Надо вернуть эбонит Мерисону и сказать Семету о нашем поражении. Ладно, не сработало. А, вот и ты. Я заберу эбонит. Надеюсь, что он послужил свою службу. Да вот не очень. Надо возвращаться к Семету, да, сейчас? Опять неудача, говорит он. Но такие вещи случаются. Не обязательно выпрыгивать с крыши из-за этого. Послушай, у меня есть еще один план, последний. Если он не сработает, я не знаю уж и что. Повидай Невусу Лакасин, целительницу. Я договорился о доставке особого вина с Кинградского прямо в ее магазин. Это очень дорогой напиток, который доставляют прямиком из Сиродиила. И бутыль этого вина недавно была украдена из танцующего кувшина. Странно, конечно, офицеру при исполнении это говорить, но эта кража подходит нам идеально. А как так? Потому что ты можешь обвинить Синсала в этой краже. Он постоянно ошивается в танцующем кувшине, и вино можно легко носить. На этот раз он не сможет от нас убежать. Так, значит, надо сходить. Забавная запись. Забавную запись я сделал в журнал. А мне действительно стоит даже пытаться. Но этот план выглядит действительно поинтереснее, чем все его предыдущие. Ой! Неловко получилось. Немного подвернул лапу. Но мне неохота было спускаться легитимным путем на этот раз. Мне тут сказали, что вино у тебя есть. Что-то там про вино. И что там, его украли, и вот все такое. Да, я знаю об этом. Вот, возьми бутылку и делай с ней все, что пожелаешь. Только не упоминай моего имени, пожалуйста. Ну-ка, вино братьев Сурили, да? Прекрасно. Повредить запас сил. Онемение на 20 секунд. Он повышает красноречие на 30 секунд зато. Кстати, будучи под немотой, наверное, и поговорить нельзя ни с кем. Логично, да? Было бы. Так. Вот я не знаю, сказывается ли то, что он ко мне относится негативно резко на том, что у меня ничего не получается. Наверное, нет. Да, здравствуй. Тут вижу, вино украл. Ну ты опять начинаешь. Какую еще смехотворную невидаль ты хочешь сейчас рассказать?
А что насчет бутыли скинградского вина, которую ты украл из запасов таверны? Что? Пожалуйста, не так громко. Эти пьяницы убьют любого, кто осмелится воровать их выпивку. Ну... Лучшего ты и не заслуживаешь за всю клевету, что ты распространяешь. Да, я знаю, но послушай. У меня есть контрпредложение. Я уверен, что тебе понравится. Если ты решишь попридержать это, да, эту весть, я могу компенсировать все твои расходы. Что по поводу 500 септимов? Просто возьми золото и оставь меня с моим бизнесом. По-моему, честная сделка, не так ли? Можно согласиться, сказав, что Ирелини больше мне не даст. Можно попытаться больше из него вытянуть, аргументировав тем, что мы тут о твоей жизни вообще-то говорим. И неужели ты тут ты ее всего лишь во столько оцениваешь? Но я не то чтобы тут играю в благородного, я хотел выслужиться перед мастером Телвани местным. И сделав хорошо двоим жителям этого города, это лучше, чем одному, причем не очень хорошему, так что отвечу так. Да, и позволить двум хорошим женщинам остаться в нищете? Уйди, прежде чем я тебя не прихлопнул. Хорошо, я понял. Я отправлюсь в путь и никогда не вернусь. Все равно мне этот богами забытый городишко никогда не нравился. Давай, топай. Попытался мне предложить золото, да. Вы знаете, к тому же я не думаю, что что-то интересное получилось бы, если бы я, согласился. Можно было бы из него вытянуть больше, но зачем мне деньги? Учитывая, что у меня 300 тысяч в кармане, кстати, не очень... Вообще, постижимо уму, что я столько с собой могу таскать. Так, пообещал. Так, надо рассказать Ирели хорошие новости. Ну, давайте я всем расскажу сейчас. Начну с Симета. Я даже запоминаю, как их зовут. Поэтому поразительно, по-моему. Ну ладно, Симет еще не такое сложное имя. Я вот забыл, как звали Двемерского короля уже. Так что... Это по-любому сработает, Холмс. Удачи. Я пока еще... Нет, передумал. Я ему пока не говорю о том, что все прошло хорошо. Сейчас я всех тут обрадую и... А если к тебе сначала зайти сообщить? Не втягивай меня в неприятно. Да все. Я не хочу. Ты только об этом и думаешь. Ты же хотел тебе хорошую новость рассказать, что все в порядке, но нет, ладно. Схожу тогда к главной нашей леди. Да, ты могла обо мне слышать. Добро пожаловать назад, Холмс. Ты уже заткнул этот клевещущий рот Синсала Недрима? Я слышала, вот только что услышала, что Синсала видели покидающим Раньон-Рун. Он уже убежал. Ты сделал это, Холмс, ты спас нас. Я не могу полностью выразить свою благодарность, но, пожалуйста, возьми это как знак моей признательности. Я надеюсь, что они послужат тебе так же хорошо, как служили когда-то мне. Качественные зелья восстановления здоровья. Да, награды, конечно, скромненькие, но...
Это я просто слишком богатый, вот что. Поблагодарила со всей глубины своего сердца. От всего сердца. Ну, может быть, они мне и понадобятся, да, эти зелья. Правда, и так много уже накопилось, ну да ладно. Вот что интересно, вот в эту часть практически не ходил. В эту часть города. Ну, там... Ну, давайте, хотя бы... видами полюбоваться. Тут же жилые дома, да, просто чьи-то. Есть кто дома, хозяева? Интересно, как тут у вас? Формуляр алхимика вниз головой лежит. Хорошее поселение. Правда, музыка у вас тут играет тревожная. Я тут так зашел в гости просто. Надеюсь, вы не возражаете? Давай знакомиться. Да я обычнер, говорит. Чё слышно? Ну, с этим я уже разобрался. А, он говорит, хорошая работа, Холмс. Угу. Ну, то есть уже слухи распространились, что я выпнул этого парня отсюда. Ну вот как-то так мы с ним разговорились. И ничего нового я опять же не услышал. Ну ладно. Еще почитываем. Подлинная Борензия, все тома. Хорошее чтиво. Выглядит как путешественник, может быть, в прошлом. Или ты, может, была путешественницей. Великолепно. Еще один грязный инвах в нашем доме. Неужели мой бестолковый муж не знает, как дверь запирать? Да ладно, чё ты так? Мы с ним хорошо пообщались, может, и с тобой хорошо пообщались. Расскажи о себе, например. Я всего лишь несчастная жена Артала. Верана Индари. Ну, ты рад, что это узнал? А что с тобой не так? Да, аргонянин. Несчастная жена — это я. Как я могу наслаждаться своей... тем, что я вышла замуж после того, как... мой муж тут с распростертыми объятиями встречает всех, кто сюда заходит. Неужели у вас, нвахов, совсем никаких манер нет? Если не можешь позволить себе комнату, иди поспи где-нибудь в дикой местности и нас не беспокой. Ничего себе. Ладно. Не очень-то и хотелось. Ну, красивое у вас жилище прям. Я б сам тут жил. Только что у вас тут... То ли грязно, то ли ямы, я аж застреваю лапами своими. Да, здравствуй. Я тут разобрался с этими. Спасибо просто говорит, ну. Ладно. Симет, может, что скажет еще? Я не могу поверить просто, что всего лишь 3 зелья восстановления здоровья. И это все, чем меня наградили, и с парочкой спасибо. Ой, не-не-не, ты ослышался, я не про твое ремесло спрашивал. А так-то ты, да, молодец, ты традиции Тилвани защищаешь и все такое. Я стражник в 2 словах, говорит, а вот я справился. Да, молодец, говорит, ну все, ладно. 3 похвалы, наверное, хватит. В общем-то, теперь меня все любят. Да, наверное, это достойная награда. Пойду теперь к мастеру Митросу. Ну что ж, мастер. Да, сейчас. Я тут зашел к вам пообщаться по поводу шахты вашей снова. Я тут хороших дел уже понаделывал у вас. Нет у меня времени, так что если не по делам, то
Да, я наслышал про шахту. Наслышан. И хотел бы помочь. И, наверное, теперь я уже достоин вашего доверия, нет? Классная броня у вас очень прям... У вас есть вкус. Точно не хотите поделиться информацией о шахте? А прическа тоже хорошая. А вот это ему уже не понравилось. Надо пробовать еще. И перчатки. Это доэдрическая кожа, да? Знаете. Не буду сильно рисковать. Лучше попробовать... А, у меня же есть... Чё вот я этим не пользуюсь? Отошел по-быстренькому зелья сварить. Так, что тут у нас дает привлекательность? Зеленый лишайник, как ни странно, да? И... Я не помню, буду смотреть все подряд. Вот, волокно крэша дает еще у нас привлекательность. Ну что-то я должен сварить из этого точно. Отлично. На 41 наш. Ну сейчас можно даже особо не стараться. Мастер Митрос, у меня тут еще, знаете, мысль есть. Может, все-таки могу помочь я вам с шахтой-то, а? Ладно. Вижу, что ты знаешь, о чем ты говоришь. Доход от эбонитовой шахты действительно истощился. Ну и ты доказал, что чего-то стоишь, помогая моим гражданам. И по этой причине я позволю тебе действовать от моего имени, чтобы помочь мне решить проблемы, с которыми столкнулся Раньон Рун. Но вопрос в том, хочешь ли ты сам со мной работать? Да я давно этого добивался уже. Решай свои проблемы сам, можно ответить. Да, конечно, мастер Митрос. Хороший выбор, Холмс. Для первого задания я бы хотел, чтобы ты пошел и нашел счетовода моего, Азарию Телас, в его доме здесь, в Раньон-Руне. Ну и сделай все, что посчитаешь нужным. Я вызову тебя, когда посчитаю, что пришла пора дать тебе какое-то более стоящее задание. А в чем подвох? Я не понял. Просто найди мне счетовода в его доме в Раньон-Руне и делай все, что посчитаешь нужным. Чтобы найти счетовода... Так, ладно, надо свериться с журналом, похоже. Поговорить с Азарией Теласом. Знатным человеком, счетоводом. И помочь ему все со всем, что у него будет с поручений ко мне. Да, этот челванец непрошибаемый, конечно. Но, в принципе, это мудро с его стороны, потому что, несмотря на то, что я такой уже... Видно, что органянин состоятельный, с чего бы ему мне доверять. Здравствуй, Натея, как твои дела? Я тебе все еще не нравлюсь, ладно. Говорит, я за тобой слежу еще. Меня тут попросили найти... Я уже забыл, как его зовут. Счетовода, ты, похоже, не знаешь, да? Ладно.
Вот так-то, по идее, мне даже не сказали, где он живет. Где находится его дом? О, вот он находится. То есть, если бы в Моровинде не было обозначений, кому принадлежат дома, я бы и не смог. А ведь, по идее, так оно и есть. Ты же не знаешь, чей дом кому принадлежит, когда заходишь в какой-то город впервые. Да, спасибо, мне тоже нравятся мои доспехи, и моя шапка, и мой дейдрический молот. О, как он хорошо ко мне относится сразу. Вот, поэтому, да, ему бы стоило, по меньшей мере, сказать, где живет его щитовод. А, так ты... новый подчиненный Митроса. И как много ты знаешь о бухгалтерии, можно это так сказать? Да, дай-ка догадаюсь. Ничего? Как я и ожидал, еще один бесполезный помощник. Очень хорошо. Я полагаю, что... Могу дать тебе кое-какие маленькие поручения. Какие? Ну, очень хорошо. Я полагаю, наш великолепный лорд Митрос проинформировал тебя о ситуации. Упавший доход от шахт, недовольные рабочие, отсутствие рабов. Все весьма в плохом состоянии, не думаешь ли? Ну, что ж, возможно, шахтеры будут счастливее, если... их выручка, ну, зарплата, в общем, оплата, поступит на несколько дней раньше на этой неделе. Возьми эти деньги и отнеси их к Мирисуну Варену в шахтах, в офисе шахт. И он раздаст его рабочим. Поторопись. Окей. Можно на этом закончить. 1000 монет. И тут, знаете, действительно квесты по большей части ощутимо. Это прям рассчитаны на низкоуровневых игроков. Вот вообще, конечно, моя проблема, то что я так не успокоюсь, пока все квесты не пройду. А так-то можно было бы, будь я первого уровня, уже сбежать с этой 1000. Но с другой стороны, на первом уровне я бы вряд ли смог, как бы не старался, добиться доверия лорда. У тебя плата для шахтеров? Итак, Заря решил потратить... раздать зарплату пораньше на этой неделе. Ну, как по мне, так это неплохо. Я прослежу за тем, чтобы она была разделена честно. Эй, ты, значит, работаешь теперь на Митроса, а? А могу я попросить тебя об услуге? Шахтеры в последнее время как-то странно себя ведут. И они даже отказываются со мной говорить. Не мог бы ты с кем-нибудь из них поболтать, выяснить, в чем их проблема? Да без проблем, как говорится. Что там уже звучит, знаете, интригующе. Может, там какое-то древнее проклятие? Ну, знаете, в стиле Моровинда просто какие-то там условия труда, кажется, им опять же не нравятся, они на грани бунта. Вот, но это узнаем уже в следующем эпизоде. Пока что хватит на сегодня, друзья. Спасибо, что были со мной. Пока что у меня ощущение, что я глубже проникаю уже в тайны этого города, и я тут уже как местный житель. Я помню, что я все еще ищу каменный кристалл, чтобы вылечить Данмера, который помирает в глуши. Но не знаю, это его проблемы. Выживет, молодец, нет, ну, бывает, всем не поможешь. Спасибо за просмотры, лайки, комментарии, подписки, все такое. Рад был с вами повидаться. Сэр Холмс, Морвин, Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.